мои дорогие котики, волшебные. У нас сегодня тема для гадания, которую вы говорили, попросили сделать в запросе. Я уже не буду говорить, кто. Я думаю, эта тема будет интересна многим. Мы сейчас погадаем с вами на тему приворот. Стоит ли делать приворот на него? Актуальная тема, потому что много кто занимается приворотами, призывами, девочки, вызовами, да. Иногда мы этим страдаем, иногда хотим какого-то повышенного внимания от мужчины, который нужен или не нужен. Вот хочу и все, да. И мы сейчас с вами на демоническом таро посмотрим, что будет от того приворота, который вы хотите на него сделать, от вашего желания и вот от той силы, которая у вас сейчас есть, не в плане общей вашей силы, да, а именно в плане с каким желанием, да, с какой силой желания вы этот приворот будете на него делать. Касается это приворотов любого типа, вызовы и все остальное. Мы, мои дорогие, посмотрим с вами, как он будет реагировать на приворотик, девочки, на вызов, на ваши магические манипуляции, которые вы будете проводить. У некоторых это, кстати, я вам скажу, да, желание навести приворот, когда девушка даже начинает просто где-то шептать, думать. Кстати, я вам могу посоветовать одну вещь перед тем, как мы с вами сейчас начнем. У нас будет два варианта. Стоит делать приворот и не стоит делать приворот, да, то есть влево и вправо. На два варианта посмотрим. И первое, что я вам хочу сказать, да, вот самый легкий, как говорится, приворот, который вы можете видеть, да, как он действует. Наступайте на люки, которые находятся на дорогах, там, где люди ходят. Конечно же, будьте осторожны, потому что у каждого бывают такие, знаете, несчастные в кавычках случаи, когда, например, люк открыт, плохо закрыт и все остальное, ну, сами знаете, да. Поэтому ножкой сначала проверяем, и потом, будучи уверенными в том, что люк полностью закрыт, да, герметично, то тогда мы на него ногами наступаем. Когда вы наступаете на люк, то тогда говорите, мои дорогие, не специальный какой-то заговор, приворот, ну, хотя можете, если вы знаете наизусть, да, но главное говорить не по отношению себя, а по отношению этого человека, что он будет делать в вашу сторону. Например, я хочу, чтобы он шептал мне на ушко, как он сильно меня любит сегодня ночью, и все остальное. И когда ты это повторяешь, у меня, девочки, вот срабатывает на 100, из 100% на 150. На 100-500, девочки, он реально работает. И я уже проверяла, и не на одном мужчине, да. Мне иногда тоже казалось, может быть, какое-то совпадение. Нифига, девочки, да. Я в этом плане дотошная. И когда наступаю на люки, и когда не просто говорю, я хочу выйти там замуж за кого-то, да, а именно надо говорить, что мужчина будет делать, как это страстно он будет вам говорить и все остальное, да. И может быть, именно так, как вы загадали, оно не будет, но вы увидите, да, вот как он будет елозить, по его поведению будете видеть, что он, блин, пипец, как хочет это сказать. Так что, девочки, попробуйте сначала это. Ну, а если у вас есть свои идеи, как наводить приворот. Кстати, помните, да, что очень часто надо делать и отворот. То есть, когда вы наводите приворот, надо знать, как делать отворот. В основном отвороты делаются наоборот, по тому принципу, как вы делали приворот, да, то есть наоборот все проводим для того, чтобы этот приворот снять. Для чего и надо снять? Потому что не то, что он там действует или не действует. Вы можете увидеть, что после приворота у вас в взаимоотношениях с мужчинами что-то изменилось, да, и я бы даже сказала, ну, не в лучшую сторону, и вы прям чувствуете, что это от приворота вашего, да, и в этих случаях надо делать отворот, мои дорогие, да, то есть вернуть все назад. Желательно это все делать на убывающую луну, все привороты на растущую луну. Для профессионалов я советую в новолуние и в полнолуние делать, да. Полнолуние это более мужское, им сносит крышу, девочки, и полнолуние прикольное тоже время для приворотов. Но не забывайте, что после полнолуния идет убывающая луна, да, то там, я бы даже сказала, что на полнолуние привороты
если не ваш, он к вам и не потянется, да. А на новолуние, это после новолуния идет растущая луна. И привороты немножко отличаются, да, по вкусу, по ощущениям, ну, это долгая болталка на самом деле, да, долго об этом всем говорить. Но вы попробуйте, да, один и тот же приворотец можно делать и на новолуние, полнолуние, на растущую, даже на убывающую, если вы хотите почистить его. И еще обратите внимание, да, кстати, насчет чистого мужчины или нет. А если на него кто-то до вас наводил приворот, да, и в основном это касается бабников и мужчин, которые любят алко или там, ну, таких, знаете... Ну, по ним видно, короче, что на них наводили приворот. Задумайтесь. Может, ваш приворот ляжет на другую чью-то недобитую работу. Поэтому он может где-то съезжать. Поэтому, девочки, хотите мужчину? Ради бога, да? Ну, давайте вот посмотрим, что будет. Что будет, как он отреагирует на ваш приворот. И стоит ли вообще его делать, девочки. На такие темы сейчас и разложим. И будет у нас именно два варианта. И раскладывать, в принципе, мы будем дотошно. Ну что, поехали. У нас два варианта. И загадывайте, девочки, приворот этот и этот приворот. Вот то, что вы решили на какого-то определенного мужчину, давайте свяжем. Вы, ваш загаданный мужчина и ваш приворот. Выберите ваш приворот на одну карту. Стоит, не стоит и что будет. Ну что, поехали. Итак, первый вариант, девочки. Стоит ли делать на него приворот? 21 старший аркан мир. Если это девочки бывшие, не надо никакого приворота. Делать приворот на этого бывшего не надо. Вы, наоборот, после этого приворота можете впасть в депрессию. Это, девочки, может что-то такое психосоматическое быть, да. То есть, если это бывший, приворот не делаем на него. То есть, он ушел, и пусть это будет все естественно. Я не говорю, что он не вернется. Он, девочки, может и вернется. Следующая карта за 21 старшим арканом идет, если закрыть глаза, да, на 22-25, то идет нулевой старший аркан, шут, да. То есть после 21 старшего аркана он может сам к вам вернуться без всяких приворотов. И тут вот именно для бывшего четкое нет идет. Не надо наводить. Если вы тут выбрали мужчину, девочки, которого вы... Чем меньше вы его знаете, тем лучше. То есть если с этим человеком отношений у вас никаких не было, да, малознакомый, допустим, или еще какой-то вот мужчина, такое новое знакомство, то хотите сделать на него приворот, сделайте, и вам будут результаты. Это будет, девочки, либо этот мужчина, да, либо на место его притянется тот, кто надо. Почему я так говорю? Старший 21 аркан вам выпал. Старший 21. Это все старшие арканы кармические, и ваш аркан, он тоже кармический. Так что чем меньше вы его знаете, тем лучше, да, тем лучше он подействует. Причем это даже, я бы даже сказала, будет хорошо для вас, да, для вашей судьбы. Потому что даже вот, возможно, кто-то в себе больше ведьму откроет. Кто-то, девочки, увидит, как у вас работают привороты, и вы, может, даже будете с другими людьми работать. У кого-то, девочки, полностью изменится судьба. И вот этот приворот, он может, ну, как бы, этот мужчина может на вас никак не обращать дальше внимания, и вам будет казаться, что он не работает, да. Но это не так. Тут сразу придет другой мужчина. Так что, в принципе, тут я могу сказать, чем меньше мужчину этого вы знаете, тем лучше будет работать приворот. Чем больше у вас с этим мужчиной какие-то непонятные отношения, тем быстрее, я бы даже сказала, по этому 21-му старшему аркану вы разберетесь, да, то есть вам после этого приворота придет четкое осознание ваше, не на ваше, нужно, не нужно. Вот этот 21-й старший аркан выпал именно для вас, не для кого, девочки, даже не для этого мужчины. Он выпал именно вам, что... В принципе, он будет вам полезен. Но бывшим нет, девочки.
Давайте еще посмотрим, стоит ли делать на этого мужчину приворот. Шестерка пентаклей пойдет, девочки, и восьмерка кубков пойдет к вам по этой магической дорожке, мужчина. Вот 21 вам полезно вот это делать. Но обращу внимание, да, мы делаем привороты на тех мужчин, на которым нас тянет больше, знаете, психологически, духовно. Потому что если вам прям очень сексуально его хочется, да, то есть вы не хотите с ним особо строить отношения, но вам припипец, как, например, хочется, да, с ним провести ночь, а там как пойдет, да, то тут на малознакомого, да, но от того, чем больше вы его знаете, то нет. Вот это самое главное здесь. И тут мужчина идет вам по дорожке, по любовной дорожке идет. Вообще не закрывает здесь. Вообще не закрывают карты вам эту дорожку приворотную. Так что, да, можно делать, девочки. Давайте еще глянем, стоит ли делать на этого мужчину приворот. Паш Пентаклей, он поддается вашим приворотам. И смотрите, 21 аркан и 20 выпал. Вы очень сильно начинаете, вы знаете, как маятник, да? Мужчина к вам, допустим, равнодушен, да, и он стоит. Как только вы на него что-то наводите, он, девочки, начинает раскачиваться со стороны в сторону, как метроном. Туда-сюда. О, девочки, у меня даже есть тут подарочек. Вот так вот. Понимаете? Это его вибрация такая. Его очень жутко сильно начинает к вам тянуть. Но дело в том, что тут еще вот эти 20-й, 21-й, такое ощущение, что вот с этим приворотом придет какое-то облегчение. Вот именно вам, вашей душе, да? Тут такой интересный момент. Откуда это? А что это за привороты такие вы делаете, девочки? Что так интересно идут? Вам привороты даются, вы можете привораживать мужчин. Тройка жезлов к чему-то выпала. Туз жезлов. И монетка должна какая-то упасть на землю, девочки. Именно на землю. Нужен, ну, это не то, что... Нет, это не откуп. Это что-то... Вот такое, как падает что-то металлическое, именно у вас падает металлическое. Я так думаю, что это вот как уронить монетку. Одну, девочки, много не надо здесь. Привороты откупные с монетками какие-то. Может быть, эта монетка, это еще значит подбросить ему, девочки. Знаете, как в фонтан, в море монетки кидают, да, и вам тут идет такое. А чё? Почему бы и нет? Подложите ему монетку. Сидите с ним в машине или еще как-нибудь. Подбросьте. Ничего сложного. Но даже если не можете, сразу говорю, на бывших не наводим, девочки, потому что вы будете в раздрае и впадете, вот это вот вернется вам, да, и вы будете в раздрае. А на всех остальных можно. И, кстати, я вам советую даже вот эти вот приворотики, вызовы, все это практиковать. Больше углубляться. Очень чистая дорога в плане приворотов у вас. Вот такой вот первый вариант, мои дорогие. Ну что, давайте посмотрим второй. Второй вариант. Стоит ли делать на него приворот? Пятерка пентаклей. Но это, девочки... Тьма выпадает. Тьма в плане того, что ночью все кошки серые. И тут, получается, вашему этому привороту его надо долго искать, этого мужчину. Как-то долго он идет. Но сейчас посмотрим, чего. Стоит ли делать приворот на этого мужчину? Ох ты, глянь ты на него, девочки. А он у вас либо отмоленный, отшепченный, защищенный, с амулетами какими-то идут. И ваш приворот на него сильно не ляжет никак, да? То есть тут надо работа и не одна. Тут вам надо поступательно делать этот приворот. И причем это, девочки, не один, не два, не три ритуала, да? Тут, возможно, долбить придется его долго, даже теми же приворотами. Потому что 19 и 14 аркан, это, девочки, он под защитой какой-то.
от него как с гуся вода. Привороты не ложатся. А почему? Тройка кубков выпала. И пятерка. А еще почему? И одна вывалилась. Хорошо, то есть что вывалилась? У него, девочки, у этого мужчины, я вам скажу так, да, очень похоже на то, что не то, что его прям сердце занято, да, а как он как неравнодушен, у него какая-то есть любовь невостребованная кому-то, вот невостребованная симпатия кому-то сильная, и он как развернут в другую сторону, потому что он как видит свой объект, который ему хочется, ему нравится, да. И пока вот это у него желание есть, невозможно коннект сделать вас и его. Да и давайте еще посмотрим, стоит ли делать на него приворот. Звезда, девочки, выпала. Двойка пентаклей. Отшельник. А вот знаете, я вам скажу одну вещь, да. Девочки, отшельник и звезда. И двойка пентаклей. Не надо на него делать привороты. Не надо. На этого мужчину приворот делать не нужно. Возможно, это не ваша пара, не ваш мужчина. Возможно, он влюблен в кого-то другую, в какую-то другую девушку, да. Либо его сердце занято, либо он женатый и спит со своей женой, девочки, да. А там получается вот эта вот связь другими. Это не приворотом, девочки, надо разбирать, грубо говоря, да, другими вещами. И тут вот эта вот пятерка пентаклей говорит, что именно приворот, который вы задумали, да, с тем здесь сейчас, ну, точно не надо на него сейчас наводить. Либо не ваша пара. Ну, он как любит кого-то. Либо у него... Что? Нет, тут не пойдет приворот. Тут приворот, девочки, не пойдет. А если это ваш, например, мужчина, кто-то мог тут загадать именно своего мужчину, да? Зачем приворот, если он и так вас, в принципе, любит? А от приворота, возможно, девочки, такая реакция... Смотрите, вы остаетесь звездой, да, а он остается отшельником. Тут может быть такое... Ну, не похолодание в вашу сторону, если вы на него будете делать приворот, а вот, ну, уход в себя у мужчины. Странно как-то. Давайте еще глянем. Стоит ли делать на него приворот? Девочки, мечи все пошли, да? Нет, не надо. Не надо делать на него приворот. Тут мечи пошли. Ему от этого приворота будет плохо. Этот приворот вообще, да, вот прям если на него делать привороты, то у него срабатывает, знаете, как, даже это даже не приворотов именно касается, да, у него какая-то такая другая энергетика, ну, не стандартная, я бы даже сказала, не классическая энергетика мужчины, который подвержен приворотам. Тут какой-то рикошет идет. Рикошет от магии на него. И причем этот рикошет связан с его же жизнью. Например, если человек под лярвой, девочки, у него от приворота будет очень сильно скакать настроение, да. То есть он то счастливый, довольный будет, то вдруг плакать будет, знаете, то ныть, то ругаться, то агрессивный. Не надо. Тут вот я вам скажу так, да, тут приворот, девочки, не нужен. Не надо делать его, потому что тут какая-то ерунда идет. Одни мечи. Плохо. Мужчина не... В чем тут плохо, да? Мужчина неадекватно реагирует на приворот. То есть вы хотели сделать что-то, чтобы привязать его к себе и быть счастливыми. Но тут получается, что выпадают такие карты минуса. Вот прям 3 минуса выпало.
то же самое, такие вот ощущения, что это заставит человека, он не повернется, он вот идет своей дорогой, да, и если сделать на него приворот, он может назад идти, но спиной, и он не будет видеть дороги, и он упадет, понимаете? Он будет идти к вам спиной, а когда человек идет спиной, он не видит, куда он идет, и он может упасть, да, и вот ему это будет не во благо, ему это будет не очень хорошо, то есть он даже не обернется, девочки, да, то есть он в привороте не даст вам того, чего бы вы хотели от мужчины, мои дорогие, понимаете, не даст. Приворот как-то не то, нет, он не вам боком вылезет, он как-то, знаете, у него не ложится. И давайте еще глянем немножечко. Стоит ли делать приворот на него? Королева мечей. Королева кубков. Ой, тут... Это две разных девочки королевы. Причем одна из них вы, а одна кто-то другая. И причем вы выпали здесь королева мечей, а какая-то другая королева кубков. Не надо, девочки, наводить на него приворот. Не надо. Не стоит та игра, та свеч. Захочет, сам придет, девочки, без приворота. Потому что если приворот, это уже какая-то магическая идет влияние на судьбу человека, да. И тут в привороте бывает так, что и любовницы могут какие-то появиться, соперницы появиться. Вот кажется, хотите мужчину, вы разворачиваете, он идет не своей дорогой, и появляются, ваши завистницы могут активизироваться, понимаете, когда вот неестественное что-то, как вот непонятное. Так что не надо, здесь не советую совершенно наводить на него приворот. Не надо. Можете просто, например, где-то признаться ему в чувствах, попробовать с ним пофлиртовать, да, как откликается, вот как-то более естественно. Но вот так вот, чтобы привораживать, то нет. Вот такие дела, мои дорогие котики. Такое было небольшое видео. Пока-пока.